Привет, друзья! Джимми Ванг родился в 1943 году и появлялся на экране в нескольких фильмах, прежде чем снялся в 1967 году в фильме под названием «Однорукий мечник», который моментально сделал его звездой. Джимми до того уже работал с режиссером Чанг Чо, но именно этот фильм сделал репутацию им обоим. Кстати, актер был правшой, но традиция требовала, чтобы он играл роль левши. Чанг изменил жанр боевых искусств, увеличивая по ходу фильма жестокость и вводя персонажей, которых можно назвать антигероями. Чанг к тому же был приверженцем сильных мужественных характеров, поэтому создавал крепкие и брутальные мужские роли. В этом плане Джимми стал первым актером Чанга Чо, игравшим подобные характерные роли в фильмах. Их сотрудничество включает такие классические фильмы, как «Убийца» и «Возвращение однорукого мечника». Во всех этих фильмах Ванг играет одинокого и изможденного убийцу-меченосца, в котором полно гнева, но он по-прежнему где-то глубоко внутри благородный человек. Эти фильмы сделали его гигантской звездой, настолько большой, что он больше не был удовлетворен жалованием, которое ему выплачивали Шоу Бразерс. Это происходило в тот момент, когда в Гонконге появился другой феномен. Все говорили о харизматичном дебютанте Брюсе Ли, прибывшем в Гонконг после успехов в Штатах его телесериала «Зеленый шершень». Студия отказалась от услуг Брюса у Golden Harvest, но они намеревались первыми представить фильм в жанре кунг-фу. Стараясь задобрить Ванга, Шоу Бразерс позволили ему самому создать свой новый фильм «Китайский боксер». Этот фильм 70-го года считается первым, который полностью основывается на кунг-фу. До этого времени большинство фильмов с боевыми искусствами базировались на поединках на мечах с редким добавлением кунг-фу и других боевых искусств. «Китайский боксер» был исключительным по жестокости и брутальности, который включал в себя только поединки 1 на 1. Он был снят за год до первого гонконгского фильма Брюса Ли, и именно с него началась эра кунг-фу боевиков. В некоторой степени он послужил шаблоном для многих последующих фильмов про кунг-фу. Хотя фильм ожидал огромный успех, Ванг разорвал свой контракт и начал производство фильмов на своей студии на Тайване, а затем в сотрудничестве с Golden Harvest. В последующую пару лет Ванг продюсировал и снялся во множестве фильмов, которые признаны классикой, но его начали затмевать новые звезды, гораздо лучше владевшие боевыми искусствами. Важная деталь, что Ванг никогда не обучался боевым искусствам, хотя, используя камеру и монтаж, эффективно это скрывал. Его владение мечом интересно наблюдать, но его кунг-фу выглядит неуклюжим и медленным по сравнению с другими актерами, пришедшими ему на смену. Таким образом, его популярность стала угасать, хотя он еще появился в парочке международных фильмов. К середине 70-х годов он уже больше не был существенной частью кинопроизводства. Его фильмы конца 70-х весьма посредственные, но иногда довольно интересные, по ним заметно отличие от остальных. Но без сомнения Ванг был исключительно важным этапом в эволюции гонконгского кинематографа и фильмов про боевые искусства. У него до сих пор много преданных фанатов, которые пересматривают его фильмы в нынешнее время. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.